Дорогие друзья, Давайте возьмемся за руки. с нами сейчас на связи Мира Андреева. Ура! Представляете, Мира, привет. Привет. Сияешь еще ярче, чем обычно. Слушай, поздравляем, во-первых, Спасибо. с большой победой. Первый день, получается, в статусе 9-й ракетки мира. Сегодня. Да. Мира, кстати, очень хороший каламбур. Там для заголовков, когда будешь первой ракеткой мира, там вообще, я первый его занял, если что. Я это давно придумал, я заготовил. Вот этот день, когда ты официально 9-я ракетка мира, чем-то отличается от предыдущих? Расскажи, какой он? Я не знаю, пока еще никак не отличается. Может быть, я не подумала еще об этом до конца, не осознала, но не знаю, пока все точно так же. Я бы не сказала, что что-то изменилось. То есть не было такого, зубную щетку берешь и так, секундочку. Между прочим, эту щетку сейчас держит 9-я ракетка мира. Хорошо. Нет, такого Ну, пока может быть, еще не придё- было. Может Да, быть, все сейчас впереди, но пока нет. Да вечерний еще ж тоже надо зубы Ну, чистить. кстати, да. Скажи, пожалуйста, а вот после победы, нам всем интересно, как вы отмечали? Была ли какая-то вечеринка? Да, если честно, никакой вечеринки не было. Я выиграла, я сделала пару запросов было от медиа, потом пресс-конференция, потом я пошла резать большущий торт. Там, я не знаю, сколько они его готовили, мне кажется, он где-то метр в длину был. Я там порезала его, потом мы пофотались, потом мы пошли просто как в такой мини-ресторан наверх в отеле, и у Кончиты уже был самолет в 3 ночи. Мы там посидели часик, поговорили, ну, я не знаю, если можно сказать, попраздновали. И потом в 8 утра у меня уже был самолет, то есть мы посидели час, и все разошлись, и все. Ну, торт попробовала ты? Можешь себе лишнего Да позволить после такого? представляете, его унесли. Ну, там же сколько Просто сказала. порезала и Порезала. унесли. И какие-то, да, пришли Я люди, его- его я унесли. просто- Станет на аукционе сейчас, это же понятно. Кстати, Я чуть-чуть там его порезала на половинку. Я потом прихожу, говорю, можно мне торт? Там уже никого не было, было 12 часов ночи, и все. Сказали, утром попробуешь. Я говорю, а я утром уезжаю. И все, я не попробовала даже торт, ни кусочек. Нас торт. Мы в следующий раз тебе пришлем. Да, или верните, Все там, кто хорошо, забрал. я запомню. Мир, а скажи, пожалуйста, вот сейчас, если мы все-таки к теннису непосредственно перейдем, фантастические результаты, и очень, на самом деле, радостно за тебя. А вот на твой взгляд, 3 вещи, которые ты улучшила за прошлый год, или, может быть, за вот это межсезонье, вот ты могла бы выделить именно 3 какие-то позиции? Я бы сразу сказала, на первое место я поставлю свою психологию, потом я поставлю подачу и, наверное, потом не знаю, что выбрать, игру с лёта или передвижение по корту. Что-то вот из этого. Ну, тогда мы просто составляем, расширяем до топ-4, и все. Вот 4 Это вообще вещи, легко, которые ты топ-4. улучшила. Про психологию как раз ты рассказал, что недавно начала работать с психологом. Можешь чуть-чуть раскрыть какие-то нюансы, моменты, что конкретно, вернее, как конкретно строится ваша работа и что ты в первую очередь почувствовал, какие изменения внутри себя? Ну, сначала, как только мы начали вместе работать, сначала мне было сложно, потому что она как бы давала мне какие-то советы, какие-то штучки, которые мне нужно на корте применять, чтобы мне это все помогло. И, понятно, первое дело, я даже забывала все это использовать или об этом думать на тренировках, на матчах, потому что, не было привычки. И сейчас, вот условно, я играла Дубай, и я прям сразу внутри себя почувствовала. Я пыталась сделать это на протяжении Australian Open, на протяжении турнира в Дохе. И я бы сказала, что было не очень успешно, но я как бы пыталась себя заставить. И на турнире в Дубае как-то почему-то так получилось, что мне было легче себя заставить это делать. И я сразу почувствовала разницу по состоянию внутри себя во время матчей. То есть я начала себя поддерживать после каждого розыгрыша. У меня было достаточно много розыгрышей в Дубае, когда я просто с носа
мяч, я не знаю, там в 5 сантиметров от сетки, я играю в сетку. Даже не в аут, а в сетку. То есть там, я не знаю, как можно, чтобы мяч не долетел до сетки. И даже после таких Я так не каких-то помню, очень, вообще очень такого глупых. не было. Не было такого, не было вообще. Ну, в общем, после таких даже самых глупых ошибок я находила в себе силы себя поддерживать и фокусироваться на следующем розыгрыше. Хотя я знаю, что до этого я бы, ну, не знаю, полетели бы мячи, ракетки, и я бы на всех накричала и сказала бы, что все ужас, я больше не хочу играть в этот ваш глупый теннис. Вот. Так что пока это все работает медленно, но результат уже есть. Скажи, пожалуйста, мы все видели в трансляциях, что у тебя есть такие шпаргалочки, блокнотик, куда ты записываешь инструкцию или советы. Это привычка с детства или это вот то, что ты, ну, тебе подсказали, надо делать и будет помогать? Я это делала в целом, я бы сказала, достаточно давно, но я это делала не очень грамотно. То есть я когда там захотела, что-то там понаписала, всякое разное, там, не знаю, играй подлево, и ты вообще молодец, и все будет супер. То есть я могу написать 3 предложения, потом через год вспомнить, что у меня есть блокнотик, и еще чего-нибудь написать. А сейчас я стала более грамотно и более серьезно к этому относиться, и перед каждым матчем я пишу какие-нибудь установки, которые я знаю, что мне помогут в плане тенниса, в плане тактики, в плане психологии. И когда я чувствую, что мне действительно нужно что-то себе напомнить или прочитать, или как-то себе еще подбодрить, вот это я почувствовала на финале, я решила открыть блокнот, прочитать, что я себе написала, и попытаться себе помочь. И вроде получилось. Ну вот мы как раз с Женей Донским это обсудили и пришли к выводу, что чем проще, тем, ну, то есть простота, она эффективна. Не надо загружать какими-то вязкими установками. Просто, да, берешь вот эти, пусть это даже лозунги самые простые, но они работают. Да, но у меня вот, как бы я честно скажу, ничего такого завуалированного не написано. То есть я просто, вот условно на финал я написала: играй ей больше через лево, пытайся ее двигать, ты все сможешь. И там всякие тоже психологические штучки-дрючки, которые я не буду никому рассказывать. Вот. И как бы я ничего такого сложного, суперинтересного туда и не написала. То есть все очень достаточно просто. По поводу вот этих штучек-дрючек, ты все-таки, ну, давай так, прямо перебивала в Дубае и Швентек, и Рыбакину. Готовишься ли ты персонально к соперницам? Ну, вот как это было в Дубае? Вот план Швентек, на каждую игру? Ага, да, план на каждую игру. Ты понимаешь, что там Швентек очень не любит силовой теннис. Ага, значит, буду играть еще агрессивнее. И силовой теннис предложу такой, что прям закачается. Ну вот, когда мы с ней последний раз играли в Цинциннати, матч был очень напряженный, и я была близко, и тоже счет такой неприятный для меня. Я проиграла в 5-7 в третьем, и я знала, что она играет плохо с теми, кто очень агрессивный, кто любит атаковать, кто играет очень быстро. И я пыталась сказать себе, чтобы держать ее все время как под давлением немного, то есть стараться играть агрессивно, не ждать, что она там будет ошибаться или что мне будет легко. И я просто сказала себе, что да, в последний раз я была близко, поэтому все возможно, просто продолжай верить в себя. И я старалась верить в себя, соответственно, и пытаться играть активно и агрессивно. Условно, с Леной Рыбакиной я тоже знаю, что она, в общем, очень хорошо подает, что не секрет, очень плотно играет. И там я просто пыталась как можно больше мячей вернуть обратно в корт и на удобных заходить, и что-то тоже самой пытаться создавать. И вроде получилось не так-то уж и плохо, я бы сказала. Мир, Круче, чем торт разделала, да. Скажи, пожалуйста, ты еще в интервью рассказывала о том, что на протяжении этой недели пересматривала матч Федерера и Надаля, финал Australian Open 2017, верно? Мне вот интересно, почему ты выбрала именно этот матч? Это твой выбор или посоветовала Кончита, например? И как часто ты вообще на протяжении турниров сама вот смотришь какие-то ретро-истории, ну вот что-то такое?
Я выбрала этот матч, потому что я помню, как мы тренировались в Сочи, и это был 2017 год, и я по телевизору смотрела этот финал, и мы смотрели его с друзьями, и там был мальчик, который тоже играет в теннис, и он очень сильно болел за Надаля. Я, соответственно, очень сильно болела за Федерера. И у нас там была такая борьба, что я говорила, что Федерер выиграет, он говорит, что Надаль выиграет. И когда Федерер выиграл, я помню свои эмоции. Я там бегала, носилась, прыгала, радовалась. И почему-то вот с того момента у меня этот матч как-то в голове сидит. И я помню, какой это был крутой матч, и как играл Федерер. И я выбрала его посмотреть перед матчами, чтобы как-то чуть-чуть себя тоже замотивировать. И вот я смотрела хайлайты этого матча каждый день на протяжении всего турнира. Я начала смотреть чисто потому, что мне было интересно, а потом мне уже пришлось продолжать, потому что я не могла просто Рутину остановиться. нарушить, Да, надо было продолжать. Даже я уже знала, что будет, но все равно мне надо было смотреть каждый день перед матчами, на всякий случай. Кстати, ты сейчас сама напомнила, когда мы с тобой общались в декабре, ты рассказывала, что была история, когда ты Кончиту заставляла надевать одну и ту же футболку. Вот сейчас что-то такое было, признавайся. А сейчас мы решили, что с Нового года такого больше не будет. Мы так делать не будем, мы профессионалы. Но, как я поняла, в Дубае она сама носила одну и ту же футболку. Причем я на это не обращала внимания, и я даже не знала. Но потом я вижу комментарии, что Кончита носила одну и ту же футболку, и я такая думаю, так. Надо просто показать комментарии. Что-то ты мне не хочешь рассказать? Здесь что-то написано, не прочитаешь. Но я, на самом деле, решила, что я так делать не буду, но потом в итоге я играла в одном и том же комплекте одежды и стирала его каждый день, и достирала так, что у меня дырка потом на юбке была, но я и продолжала играть с дыркой на юбке. Вот. Не волнуйся, все делают так уже много-много лет, так что это вообще абсолютно нормально. Я думал, Настя скажет, не волнуйся, мы это вырежем. Так, еще одна цитата твоя. Оказывается, вот здесь нет главного, конечно, баскетбольного человека. Вот бы он, конечно, порадовался. Но я думаю, что на этом бы мы еще 40 минут просидели. Ты слушала много интервью Леброна Джеймса. Вот, пожалуйста, твоя цитата. Он говорил, что легко быть уверенным и играть хорошо, когда все идет по плану, но чемпионом тебя делает то, что ты выкладываешься по полной, когда чувствуешь себя не очень. Вот что я пыталась сделать в финале. Кто для тебя Леброн Джеймс? Не просто человек, который сказал мудрую мысль, которая сработала и откликнулась, отозвалась. Ты смотришь баскет? Я не прям чтобы фанат. Я, честно, я вообще ничего не знаю, кроме тенниса. Я очень плохо разбираюсь во всем. Я, конечно, знаю такие большие имена, как Леброн Джеймс, Коби Брайант, но прям так, чтобы смотреть баскетбол, NBA, я прям так и не смотрю. Я чисто искала для себя какие-нибудь мотивационные цитаты, видео, чтобы перед матчами смотреть, себя мотивировать. Это то, что я нашла, и это сработало, и все. А так я ничего не знаю. Я буду честна, я ничего не понимаю. Стэтхэма поискать, там цитат много. Нет, на самом деле прекрасно. Это очень работает, так что молодец ты. Мира, ближайшие планы? Индиан Уэллс и Майами. Все. Прекрасно. Мы будем болеть. Спасибо тебе большое. Очень классно с тобой общаться. Долго бы сидели. Но мы тебя отпускаем. Вообще, приходи к нам почаще. Спасибо Мира, большое. спасибо. Да, я с радостью. Спасибо. Спасибо, поздравляем. Спасибо.